привет! Вы на канале Хорошая Свалка. Сегодня у нас очередной поход на свалку за новыми находками. Работаем, в общем, по старой схеме. Ищем в кучах мусора. Что нахожу, то и показываю. И сегодня, конечно же, мы еще зайдем на стоянки к нашим рабочим. Посмотрим, что найдем там. Ну что ж, я начинаю поиски. Смотрим. Итак, друзья, я только пришел на полигон и сразу увидел обалденную находку. Это первая находка за сегодня. И находка очень интересная. Все вы видите, друзья, вот такой вот телевизор. Саньо. Очень-очень здоровый, по-моему, даже не битый, как вы можете посмотреть. Ну, конечно, наверное, что-нибудь с ним точно не в порядке. А вот что, это уже вопрос, блин. Здоровенный, тяжелый телевизор, Саня. Надо бы, конечно, его взять, попробовать бы включить. Но очень тяжелый, вот такие у него, в общем, разъемы. Если он не битый, возможно, что-то там с блоком питания, это можно будет реально починить. Охеренная находка, блин, друзья. Сразу... Первая находка сегодня. Интересная электроника. Вот такой вот телевизор. Очень большой. Не знаю на камере, как вам тут будет оно выдавать. Очень большой телевизор. Причем доехал в целости и сохранности. И, по-моему, не битый. Надо бы его включить, друзья. Проверить. Ладно, друзья, эту находку мы посмотрели. Давайте продолжать поиски. Мы только начали. Смотрим. Пришло время подарков, а в МД Регион как раз с 1 по 31 декабря стартует финальная распродажа года. Это значит, что скидки на продукцию от компании Minilab и Quest до 30%. Например, Minilab Vanquish 540, старая цена на него 35 999 рублей, а новая цена 31 999 рублей. Или, например, Quest Q35, старая цена на него 38 999 рублей, а новая цена 34 999 рублей. Если вы заинтересовались данной акцией, то переходите по ссылке в описании. У меня на этом все. Увидимся в сети магазинов МД Регион. Итак, у меня еще одна находка и снова на электронную тему, друзья. Это вот такой вот бумбокс, магнитофон, MP3, USB Direct. Он меня почему заинтересовал? Потому что у него есть именно флешка под USB. Можно ставить сюда флешку. Это очень даже удобно будет, в принципе. Ну, это как бы, опять же, для гаража, для работы, для чего-то. Домой такой, конечно, магнитофон ставить не будешь, не потащишь, он там и ни к чему. А вот для гаражной версии, для работы, опять же, из-за флешечки. Ну и радио, я думаю, конечно, радио здесь тоже будет работать. Вообще, если он рабочий, так что мы берем его, как обычно, на проверку. Почистим, помоем, включим, проверим, протестируем. Так что эту находку я забираю. Ну а мы продолжаем поиски. Смотрим. Итак, друзья, у меня очень обалденные находки. Прямо, блин, не ожидал. Давно ничего подобного не было. Очень я остался доволен данной находкой. Сейчас вам все покажу. В общем, разорвал пакетик, видим. Здесь давайте посмотрим сначала с ничего особенного, так скажем. Ну, такой вот градусник был. Какой-то градусник. У меня, кстати, такой же градусник есть. Только целый я находил. Один в один. Он у меня стоит в подвале. Какой-то лабораторный, что ли. Нет, для бытового применения. Психорометрическая таблица какая-то. В общем, такой вот градусник. Не знаю, для чего его такой используют. Ну, я думаю, простой градусник, ничего особенного. Так, ну это ладно. Здесь давайте смотреть самые-самые топовые. Во-первых, ложечки. Вот такие вот деревянные. Состояние вообще идеальное. Видим, такой пакетик кто-то собрал, выкинул, интересный. Ложечки, конечно, такие заберем. Причем состояние прямо лакированные, блин. Вообще как новые. Так, осторожненько ложим их сюда. И самая главная находка здесь, друзья, смотрите что. Опа! Обалдеть! Это бинокль. Причем бинокль СССР. BPC2 12X45 Made in USSR. Вот такой вот бинокль. Причем целый. Здесь только что непонятно для меня. Я, конечно, не очень-то разбираюсь в этом деле. Видим, здесь такая линза желтая стоит. Закрытая, а здесь простая. Ну, я посмотрел, так, блин, классная штука, вообще увеличивает, блин. По-моему, даже какой-то этот морской, флотский бинокль. Обалденный. Вообще, прямо видим, целый бинокль. Так, а если вот так вот камеру вам поднести, не знаю, что вы там увидите, нет? Давайте попробуем, вот так вот я туда вот наведу. Опа, опа, опа. Ну, конечно, наверное, нифига ничего не видно. Да. Но бинокль шикардосный, друзья. Смотрите. Давно таких находок не было. В последнее время попадается только одна электроника, которая порядком, в принципе, уже надоела не только мне, так и вам.
Наконец-то нашли что-то стоящее, что-то весомое. Ну что ж, друзья, находочка, конечно, отличная. Ну а мы продолжим поиски. Смотрим. Итак, друзья, еще одна очень интересная находка. Сегодня у нас день прямо удается. Сегодня раритетный день. Что нашел здесь? Здесь, во-первых, подсвечник. Вот такой вот. Интересная вещь. Поставить в подвале, в музее, еще где-то. Находочка интересная. Причем, как мы видим, целый. Совершенно целый, состояние неплохое. Думаю, стоит взять, потому что вещь советская, старая. Такие вещи уже, так скажем, на вес золота практически. Так что берем. И здесь вот в сумочке самое интересное, что я нашел. Хотя, опять же, я в этом больно не разбираюсь, как вы все знаете, в этих раритетах. Вот такие вот самовары. Самовары, конечно, маленькие, как бы можно что ли сказать, игрушечные, но проработаны детально, полностью как под настоящие. Здесь у нас открываются экрантики, все разбирается, все снимается, в общем, здесь вот все оно выдвигается. Видим, здесь вот и крышечки вот эти вот все. Блин, что-то упало. Сейчас подберем, все найдем. Вещь ценная, я бы сказал, так что надо аккуратненько с этим делом совсем обращаться. Так, пацаны, вот сюда и вот эта крышечка, да, еще? Ага, вот еще одна крышечка. Вот сюда вот. Бац! Так, ну это все понятно. Вот такой вот самоварчик. Блин, для музея просто шик. Обалдеть. Для подвала даже, для моего будет шикарно. И вот такой вот самоварчик, тоже маленький. Это из нержавеечки. Он даже выглядит еще интересней. Очень шикарно выглядит, интересно. Так, смотрим. Зачем такие вещи выкидывают, не понимаю. Ну что ж, друзья, вот такие находки у нас пока попадаются. Я пока всем доволен, потому что электроника уже порядком надоела. Ну, я думаю, конечно, мы сейчас будем искать еще долго. Думаю, найдем что-нибудь электронное. Это для любителей электроники. Так что, друзья, смотрим, не отключаемся. Будет интересно. Продолжаем поиски. Итак, друзья, вот и обещанная электроника. Как я и сказал, по-любому мы найдем что-нибудь электронное, потому что электроники в последнее время просто завалос. Все выкидывают электронику. Так, ну вот такой вот нетбук. Asus. Нетбук я находил в прошлом походе. Вот, пожалуйста, еще один нетбук. Этот, по-моему, нетбук будет попроще. Битый, не битый вроде не вижу. Вроде даже и не битый. Так, все на месте. Клавиатура. Только нет аккумулятора. Остальное вроде все в сборе. Ну, такие вещи мы берем для проверки, для интереса. Включаем и смотрим. Потому что работает это или нет, думаю, посмотреть будет всем интересно. Соответственно, все вымоем, почистим. Ну и включим. Так что, друзья, ждем проверок. А мы продолжаем поиски. Смотрим. Итак, сейчас походил, поискал немножко, нашел немного мелких находок. Это у нас мобильники. Куда же без них, друзья? Мобильники попадаются каждый поход и попадается очень много. Причем вот таких вот кнопочных звонилок. Так, это у нас Nokia. Вроде вся в сборе. Возьмем на проверку. Берем даже просто для интереса, для прикола. Они как бы... Ну, в принципе, без надобности, вообще без надобности. Но включить так интересно, посмотреть на видео, проверочка, я думаю, все оценят. Это Samsung. И вот такой вот телефон LG. Опачки, он даже у нас включенный. Кто здесь на заставке? Кто это? Это утка. Нет, друзья, это прикол, как вы поняли. Здесь какая-то наклейка изнутри вставлена. Похоже, был сделан для ребенка, уже как вместо игрушки. Видим, вставили наклейку. Но кто его знает, может его разобрать, снять наклейку, может там дисплей, может он будет работать. Это мы все посмотрим на ролике с проверкой электроники. Так что, друзья, будете его разобрать и посмотреть, что же там, блин, внутри. Так, вот такие три мобильничка. Ну а мы продолжаем поиски. Смотрим. Итак, друзья, у меня еще одна интересная находка на тему раритетов и антиквариатов. Наконец-то стали выкидывать что-то интересное. И здесь у меня находка вот такая вот статуэтка. Очень интересная. Ничего подобного я еще пока не видел, не находил. Это, по-моему, что-то на тему футбола, да? Если я не ошибаюсь. Видим тут мячик. Хотя мячик, в принципе, не футбольный. Не знаю. Ну, какое-то спортивное что-то. Так, здесь у нас клеймо. Не знаю, вот так вот, наверное, вам видно. ЗХК. Что написано, блин? Что-то не могу разобрать, друзья. Давайте сами. Я думаю, здесь видно все хорошо. В общем, вот такая вот. Причем вся полностью целая. Никаких сколов, никаких трещин. Я ничего не обнаружил. В общем, вот такая, друзья, интересная находка. Я сейчас предлагаю, что сделать. Сейчас мы зайдем на стоянки, поищем там, посмотрим. Просто посмотрим, что там есть интересное. Возможно, там ничего нету, потому что я там еще не был. Ну и потом погуляем еще здесь немножко. И потом будем подводить итоги. Так что не отключайтесь, смотрите, будет интересно. Продолжаем. Итак, друзья, пришел на стоянки, ничего интересного я здесь, в принципе, пока не обнаружил. Ничего, в принципе, интересного нет. Как обычно, чермет, цветмет, радиолом. Вот только здесь обнаружил я несколько интересных вещичек. То, что нас интересует, то, что мы берем, это у нас память оперативная. Давайте посмотрим. Это, по-моему, DDR2. Надеюсь, блин, целенькая.
Надеюсь, не поломаны, ничего не поломали, не побили. Надо, конечно, будет почистить. Так, посмотрим, сколько объем. 2 гигабайта. Неплохой объем. Надеюсь, будет работать. Это у нас DDR2. По-любому, наверное. Нет, друзья, ошибся. Это DDR3. Надеюсь, вам тоже видно. 2 гигабайта, конечно, это не особо много для DDR3. Но все-таки DDR3 2-гиговая. Ну, не знаю, работает или нет. Блин, будем проверять, друзья. В общем, проверим, посмотрим. Это мы возьмем. Эта находка нас интересует. Здесь у нас что? Мобильник. Мобильник, правда, разбитый дисплей. Сразу видно на нем. Но Siemens. Нет смысла даже брать, потому что даже проверять его уже нет смысла. Уже по нему все видно. Битый дисплей. Так, и вот интересная штука. Непонятно что. Часы, не часы. С секундомером, как вы видите. Пуск, кнопочка вот здесь, вот, пожалуйста. Здесь у нас, я не знаю, что-то еще. Ну, какая-то регулировка, наверное. Так, давайте перевернем. Здесь видим знак качества, СССР. Ну, какие-то часы. Часы от чего-то интересного. От какой-то техники, я не знаю. Или еще от чего-то. В общем, друзья, кто знает, что это за штука, от чего она вообще. Так, здесь что написано, что-то там. Там какие-то цифры просто. Какой-то номер там. Кто знает, от чего эти часы, обязательно, друзья, пишите в комментариях, будет интересно узнать. Эту вещь я тоже возьму. Почему-то она меня заинтересовала. Ну реально, вот так смотреть, интересная штуковина. С секундомером, с часами. Пуск. Это пуск секундомера, я так понял. И, наверное, тут заводить вот этот завод, заводной механизм. Так что это, в принципе, я возьму. Ну, а больше здесь ничего интересного. Как обычно. Чермет, цветмет, радиолом, какая-то гирлянда. Но гирлянда плохая. Такую гирлянду я брать не буду. Так, какой-то там сундучок. Блин, сейчас, ребятки, пролезу, посмотрим. Какой-то сундучок. Какая-то копилочка была. Но там ничего нету. К сожалению, ничего нет интересного. Ну так что ж, здесь мы все посмотрели, все проверили. В принципе, ничего интересного я не обнаружил. Здесь какая-то посуда. Ну, посуда нас такая простая, не интересует. Даже нечего показывать, ничего интересного. Давайте снова вернемся на полигон и поищем еще немножко там. Смотрим. Ну что ж, друзья, походил я где-то еще 20 минут, когда пришел со стоянок. В принципе, здесь уже больше искать нечего ловить, потому что все самые интересные места я уже просмотрел. Нашел, в принципе, много интересного, все вы видели. Сейчас мы еще подведем итоги. И вот единственная находка, последняя на сегодня, потому что я сейчас уже заканчиваю наш поход. Это у нас сегодня планшет Йостерс. Последняя находка на сегодня. Так, видим, конечно же, весь грязный, запыленный. Опять откопал практически из-под земли. Сейчас, друзья, смотрим. Сейчас будем подводить итоги нашего сегодняшнего похода. Смотрим. Ну что, друзья, вот такие находки у нас сегодня. Давайте еще раз так быстренько на них мельком посмотрим. Здесь у нас нетбук Asus, планшет вот только что нашли Йостерс, пару мобильничков. Самая топовая находка сегодня, я считаю, это бинокль. Ну и, конечно, телевизор, что мы нашли большой. Конечно же, еще телевизор. Так, это у нас что? Какой-то вот часы там, секундомер, память, подсвечник, статуэточка, ложки, самовары, магнитофон. В общем, вот такой у нас сегодня получился поход. И вот такие сегодня интересные находки. Так что, друзья, жду от вас побольше лайков. А пока подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки и ждите новых серий. Всем пока, друзья. До связи.